Одинокий президент Асад идет с портфелем по коридору, выложенного мрамором. Сирийские пропагандисты назвали этот 8-секундный ролик «Утро стойкости». Далее агитационная машина режима Асада прибегает к излюбленному диктаторами штампу. Несмотря на атаки врагов, патриотичный народ сплотился вокруг нацлидера. Который день в эфире государственных телеканалов крутят ролики стихийных митингов жителей Дамаска. Они скандируют «Башар, Сирия, победа!». Мы поддерживаем нашу армию и авиацию. Они сбивали вражеские ракеты. 8 лет они пытаются сломить нас, но мы сильны и мы выстоим. Напомню, в ночь на субботу международной коалиции был нанесен массированный ракетный удар по 3 сирийским целям. 105 крылатых ракет с моря, с воздуха и из-под воды были запущены в направлении объектов, связанных с производством и хранением химоружия. Это все, что осталось от исследовательского центра по производству химических боеприпасов в пригороде Дамаска. А это спутниковые снимки склада в Хомсе. На нем, по заверению Пентагона, хранились отравляющие реагенты – хлор и зарин. Сирийскому производству боевых отравляющих веществ нанесен значительный ущерб. Скорее, здесь подходящие слова «разгромлены и уничтожены». Большая часть мирового сообщества поддержала военную операцию против режима в Дамаске, тогда как его главные партнеры Москва и Тегеран продолжают повторять, что за химической атакой 7 апреля в Думе, в результате которой погибли более 40 человек, стоят западные спецслужбы, а президент Асад тут ни при чем и не применял отравляющий газ хлорин. Однако у Кремля и их иранских коллег нет никаких доказательств непричастности сирийской армии к десяткам химатак против оппозиции, начиная с 2012 года. Сегодня американский Минфин объявит о дополнительном списке санкций против России. Вы увидите, что санкции против России будут применены непосредственно на те компании, которые занимаются оборудованием, связанным с производством химического оружия для Асада. Инспекторы ОЗХО сейчас в Сирии для проведения расследования фактов предполагаемого использования химического оружия. Как сообщает британское издание «Гардиан», официальный Дамаск до сих пор не допустил группу экспертов ОЗХО в сирийский город Думу для исследования места предполагаемого отравления мирных жителей газом хлорин 7 апреля нынешнего года. Санжар Хамидов, «Настоящее время», Америка, Вашингтон.